Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку нежнейший, один из самых нежных медовиков, которые есть в моем арсенале. Это медовик, в рецепте которого я не буду вообще использовать сливочного масла. То есть ни в коржах, ни в креме мы не будем использовать здесь сливочное масло. Торт очень быстро пропитывается, буквально уже через час. После сборки вот такой нежный и пропитанный он получается. Вот здесь я при вас надламываю вилкой, чтобы вы посмотрели. Вот такой нежный и мягкий медовик. Плюсы этого медовика: во-первых, он гораздо бюджетнее получается, чем обычный медовик. И он очень легкий на вкус. То есть после того, как съедается кусочек такого медовика, нет абсолютно ощущения никакой тяжести. Итак, для коржей мы берем 150 грамм меда. Мед, конечно, нужно брать наиболее ароматный, насыщенный во вкусе. 200 грамм сахара, небольшую щепотку соли, 1 чайную ложку без горки, как вы видите на видео, пищевой соды. Все это перемешиваем и идем на плиту. Сейчас доведем всю эту смесь до кипения на умеренном огне при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном. Провариваем пару минут, чтобы смесь стала вот такого янтарного цвета, и снимаем с огня. 3 яйца среднего размера. Яичную смесь я активно перемешиваю и тонкой струйкой вливаю всю медовую массу, горячую, бояться этого не нужно, в яичную смесь. Яйца не заварятся, если вы будете очень активно все перемешивать, все будет хорошо. Очень аккуратно перемешали все до полного растворения и просеиваю туда сейчас, сразу ничего не жду, в горячую смесь 550 грамм муки. Сначала замешиваю венчиком, пока еще это можно делать. Потом, если у вас венчик слабенький, сразу же лучше замешивать лопаткой, такой плотной, потому что тесто все равно будет вязкое сразу. Руками вымешивать не очень удобно это тесто, потому что оно сильно липнет к рукам. Видите, даже несмотря на то, что муки там как бы добавляем много. То есть сразу выкладываю на стол. Вымешивать в миске не имеет никакого смысла. На столе у меня примерно 20 грамм муки. Я вам говорю в граммах, чтобы вам лучше было сориентироваться. Мука у всех разная, поэтому лучше иметь уже представление, сколько я вот точно конкретно использовала. Собираю шпателем со стола, потому что так еще очень плохо собирается в комочек. Это нормально, это так и должно быть. Видите, насколько еще пластичное пока что тесто. Оно очень теплое еще, это тесто. Так как вариант у меня быстрый, остужать я ничего не буду, я сразу буду его выпекать. Сейчас собрала вот в такой жгут и сразу же делю его на 8 равных частей, примерно по 130 грамм. Это примерно. На весах делю, подкатываю вот такие шарики и сразу же накрываю это, ни в коем случае оставлять просто так нельзя, пищевой пленкой. Видите, еще пока слегка липнет тесто к рукам, но гораздо уже лучше после того, как мы вымешивали на столе с мукой. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. И сразу начинаю выпекать. Примерно 5 грамм муки я посыпала на бумагу для выпечки. Беру 1 колобок теста, вмешиваю сейчас эти 5 грамм муки в это тесто. Я сразу не стала добавлять это в общее количество теста, чтобы тесто у нас не затянулось и не стало таким плотным. И теперь еще примерно 5-7, может быть, грамм муки. Припылила хорошо эту поверхность и уже начинаю раскатывать. Вам советую делать так же, чтобы тесто потом у нас не липло к пергаменту. Видите, я его сразу же могу взять и полностью снять с пергамента. Это делать не нужно. Я просто вам показываю, насколько это тесто у меня уже не липнет. Примерно 2 мм толщиной этот корж у меня. Убираю выпекаться, 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, 5-7 минут будет выпекаться у меня каждый корж. Вы можете накалывать вилкой, особо разницы это не даст, я не накалываю вилкой. Сразу же, когда только у меня корж испекся, я его сразу же, абсолютно ничего не жду, вырубаю крышкой. 24 сантиметра у меня крышка от кастрюли. Я думаю, у каждого найдется такая крышка дома, либо же кондитерским кольцом можно вырубать. Очень удобно крышкой. И видите, корж абсолютно не липнет. Он практически идеально ровный.
Обрезки, здесь много их будет казаться на вид, но они очень тонкие, очень хрупкие, и их практически как раз вот хватит для посыпки всего тортика. Итак, я выпекла таким образом 8 коржей, я не стану здесь долго останавливаться на их выпекании, потому что я думаю, и так все понятно. Вот такие достаточно ровные, хорошие коржи у нас получились, они пропитываются очень быстро, потому что они без сливочного масла и очень-очень нежные потом на вкус. Обрезков как бы много кажется, но они нежнейшие, поэтому они измельчатся у нас в измельчителе, и их будет как раз по количеству хватать именно на обсыпку вот этого тортика. Их можно есть даже как печенье с чаем, то есть нежнейшая выпечка. И сейчас сразу приготовлю самый быстрый сметанный крем к этому торту. 300 грамм сливок у меня здесь очень холодных, 30% жирности для взбивания, 70 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок. Вы же можете брать здесь загуститель для сметаны. По 8 грамм у меня каждый пакетик. Взбиваю до устойчивых пиков сливки. Все продукты молочные должны быть очень холодными. Добавляю сейчас туда 1 столовую ложку меда. Я часто добавляю 1 столовую ложку меда в кремы для различных медовиков, и в заварные кремы, и в сметанные. Так раскрывается вкус наиболее ярко каждого медовика. Если у вас нет сливок, вы можете использовать 30% сметану 1 килограмм вместо вот всех этих ингредиентов. Это все очень просто делается. Я же беру туда еще 800 грамм сметаны, 24% жирности, тоже очень-очень холодной. Все это просто перемешиваю, ничего не взбиваю уже, просто до объединения этой массы. Либо же берите просто отвешенный сметаны килограмм на это количество продуктов. И сливки тогда уже не используйте. Если вам покажется вот 300 мл сливок, вы не можете где-то купить, или может быть не бюджетно вам, можете просто использовать сметану, но жирную тогда, самую жирную, которую можете достать. Либо же отвесьте ее сметану эту в холодильнике. Как отвешивается сметана, все это есть подробнейшие видео в интернете, огромное их количество. Я же собираю сразу же торт. Примерно по 150 грамм крема на каждый корж я использую. Отвешиваю на весах, чтобы в разрезе тортик смотрелся красиво. Особенно для новичков это важно всегда, чтобы вам сориентироваться уже. Итак, собираю весь торт. Коржи уже ровные, так как мы их вырубали уже после выпекания. То есть за это переживать не нужно. Тортик у нас сразу будет идеально ровным. Его можно украшать потом любым кремом. Не обязательно его подавать как домашний тортик. Торт очень достойный получается, необыкновенно просто легкий и вкусный на вкус. Это один из самых легких на вкус видов медовика. Я вообще люблю именно медовик без использования масла в коржах готовить с заварным кремом. Но так как у нас здесь в заголовке именно идет, что мы не будем использовать сливочного масла, я сделала его со сметанным кремом. А вообще с заварным, особенно на муке, я люблю очень готовить этот медовик. Старый еще, можно сказать, из моего детства. Вот именно этот рецепт. Я посыпаю крошкой, измельчила ее в измельчитель. Видите, не так много ее получилось, этой крошки, потому что коржи тончайшие, нежнейшие. Сейчас посыпаю и верх, и боковины. Вы его можете, как я уже и сказала, не посыпать этой крошкой и покрывать любым кремом для украшения этого торта. Многие спрашивают в комментариях, то есть можно любым кремом, он стабильный, этот торт. Сразу же делаю вот такой рисунок при помощи пельменницы, формы для пельменей. Очень удобно, всегда ее использую. То есть она как бы соты вот здесь имитирует, от нее оттиск от этой пельменницы. Вам тоже советую, если у кого-то есть. Это всегда очень быстрое решение для украшения любого медовика. И сейчас оставлю при комнатной температуре буквально на час на столе. И вот такой он уже нежнейший, этот торт, через час буквально после его сборки. Можете в холодильник убрать на 2 часа, он также у вас пропитается. Я же оставляла на столе, ничего с ним не произойдет за это время. Он не растекается. Вот такой он идеально ровный получается. Нежнейший торт, тающий буквально во рту. Очень советую всем приготовить. Очень бюджетный он получается. Как я уже объяснила по ходу видео, вы можете здесь вместо 300 грамм сливок использовать просто 200 грамм сметаны. И будет у вас нежнейший такой же вкусный медовик. Прекрасно надламывается вилкой, коржи не деформируются, несмотря на то, что мы не использовали там ни грамма сливочного масла. Коржи получаются нежные, они не затянуты мукой.
Очень советую приготовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.